Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сразу говорю, идея не моя. Мне подбросили. Сразу в нескольких местах увидела технологию пошива. И как так? У всех есть, а у меня нет? А чем я хуже? Тоже хочу так пошить. Конечно, очень много пришлось додумывать и подстраивать под себя. Для работы у меня есть кусочки плотной мебельной ткани, но подойдет любая плотная. Девочки шьют и из старых джинс. Разные оттенки коричневого для основы и цветные для отделки. Просмотрим цветные мелкие кусочки и нарежем из них квадраты 7 на 7 сантиметров. Вы можете взять свои размеры. Всего нам надо 36 квадратов. Из маленьких цветных лоскутиков выложим узор 3 на 3 квадрата. Их лучше собирать на кусках плотного картона. Так их потом удобнее перекладывать. Ткань у нас плотная, мебельная. Шьем, припуск делаем примерно 1 сантиметр. Сначала соединяем вместе верхние детали из первой и второй колонки, потом к ним присоединяем средние детали, а затем уже 2 нижние. Чтобы припуски на швы нам не мешали, их расправляем и отстрачиваем с обеих сторон. В конце ряда переходим на кусочек вспомогательной ткани. Это для того, чтобы нитки лишний раз не обрезать. Учимся работать экономно. Когда готово первое соединение, пришиваем детали третьей колонки. Также отстрачиваем все швы. Когда все 9 квадратов держатся вместе на ниточках, делаем горизонтальные швы. Заготовки сгибаем, прошиваем и все закрепляем. Стараемся нитки лишний раз не обрезать. Готовые детали тщательно проутюживаем с паром. Мебельные ткани – это синтетика. Они плавятся под утюгом, поэтому обязательно работаем с влажной марлей. Самый важный этап – подравнивание. А вот уже теперь, когда мы определились с размером лоскутной части, вырежем такие же из коричневых кусочков, а дальше уже собираем детали. В центре цветная лоскутная, по бокам коричневая. Детали также соединяем, также разворачиваем припуски и также отстрачиваем швы.
Получилось у нас 4 таких длинных полоски. Их укладываем такой хитрой фигурой, как крылья мельницы. А теперь их надо сшить в центре. Но не просто так, а по-хитрому. От центра строчки будут начинаться прямо от края, а к боковой части будем немного недошивать, примерно 7 миллиметров, потому что следующий шов будем прокладывать по-другому. Нам надо соединить цветную часть с однотонной. Формируем дно и стенки нашей сумки. Вот смотрите, специально сделала паузу, чтобы вам показать. Сейчас прошиты 2 боковых шва. Естественно, припуски также отстрачиваем. Работаем очень аккуратно. До конца деталей не дошиваем 7 миллиметров. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Смотрите, какая интересная форма у нас получилась. Я видела вариант, когда вот эти верхние треугольники убирали, подшивали подкладку, делали ручки, и получалась прекрасная вместительная корзина. Но мы пойдем другим путем. Из плотного льна выкроем 4 детали такого же размера, как и внешние. И также их сошьем между собой. 2 получившихся мешка соединим вместе. Просто вставим их один в другой лицом внутрь. И еще приготовим ремень для сумки. Выкроем полоску 10 на 45 сантиметров. Внутрь можно поместить стропу или репсовую ленту. И прошьем, подворачивая края. При работе за швейной машинкой совмещаем детали верха с подкладкой, но оставляем отверстие. Одно в боковом шве, через него будем выворачивать сумку, и еще 2 в 2 противоположных углах. Там будет вставляться ручка. А вот теперь надо все вывернуть. Тщательно все поправляем, подтягиваем и расправляем. И вставляем подкладку внутрь сумки. Остается только все оформить и придать форму. Для этого в открытые углы вставляем ручку. И сделаем отделочную строчку по верхнему краю изделия. И смотрите, какая красота у нас получилась. Прекрасная сумка Хоба. Застежку придумала сделать на клапан. Пришила туда кнопку и даже этикетку. Ручная работа сделана с любовью. И еще немного зашила вход в сумку, в самом верху около ручек. Так она стала более надежной и лучше держит форму. Ну что, мои хорошие, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!